Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители орхидей. Сегодня я хочу показать вам вот эту вот красавицу. Это, как вы видите, талумния. Это Джайрак Флайер Сахара. Вот ее фирменный тег. Вот, живет в этом горшочке. Талумни у меня 5 штук. Вот они здесь у меня выстроились под лампами. Вот это вот у меня юниэлевская лампочка. Она здесь таким смешанным розоватым светом светит. Вот. И здесь у меня еще есть вот внизу немножко, может быть, ей темно, но она больше тут уличный свет берет и свет от другой лампы. Вот. И вот это растение цвело когда-то. И вот сейчас цветет вот эта вот замечательная Джайрак Сахара. Сказать, что я прямо вот на «ты» с талумниями я никак не могу. Тем не менее, раз уж я являюсь сейчас обладательницей такого великолепного цветения, я, пожалуй, немножко расскажу об этом растении. Никак не могу удержаться, чтобы его не показать. Талумнии, как мы знаем, сейчас выделены в отдельный такой вид, а раньше они относились к анцидиумам благодаря вот своему такому вот цветочку. Похож он очень на типичные анцидиумные цветочки с танцующей балеринки с такой крупной юбочкой, да, крупной губой и мелкими остальными лепесточками. Губа, видите, у талумнии в основном всегда яркая, чаще всего с какими-нибудь крапушками. Остальные лепесточки, видите, такие вот тоже чудесно окрашены и в самые разные цвета. Талумнии очень нарядные, цветочки у них маленькие, если вот так вот сравнить даже, допустим, с фаленопсисами. Вот он у меня тут рядышком фаленопсис, это даже не самый крупный, вот он мини-дог, да, вот не очень крупный, да, вот тут вот есть покрупнее, но это не самый крупный Сога Юкидан, да, или вот, допустим, Дикий кот, сейчас здесь стоят, цветут. Вот. То цветочки талумнии просто мусипуськи по сравнению с ними. Но они очень и очень красиво окрашены. Вот, и их чаще всего бывает много. Вот это вот растение, оно может быть молодое, поэтому здесь всего 3 цветочка. В принципе, веточки бывают более нагружены цветами. А произрастают растения в бассейне Карибского моря. Вот есть один вид, который произрастает во Флориде. А описаны они были под этим названием еще в 1837 году, так, Константином Самуэлем Так, сейчас я сделала опять ошибку. Нет, Рафинеском Шмальцем, да, то есть вот я почему-то стараюсь все время назвать Рейхенбахом, но он Рафинеск Шмальц, и он происходил из такой смешанной франко-немецкой семьи, родился в Стамбуле, а большую часть жизни провел в США. И как многие ученые того времени, то есть конец 18-го, начало 19 века, внес вклад во множество наук, и в историю, и в антропологию, и в ботанику. Ботаникой он был очень увлечен, и даже сына своего, который, к сожалению, рано ушел из жизни, назвал Карлом Линнеем в честь знаменитого ботаника. Ну вот он дал название талумния в честь прорицателя Талумния из Энеиды. В истории там есть еще один Талумний. Вот, но этот вроде бы как вот, назван в честь прорицателя из Энеиды. Талумнии все-таки отделились от анцидиумов, потому что по строению не цветочка, а всего остального на анцидиум они не похожи. Нет у них никаких псевдобульб, а растение представляет из себя такой веер листьев. И, собственно говоря, вот видите, листья такие достаточно жесткие, плотные. Они являются запасающим органом, запасают они питательные вещества и влагу. Вот, то есть это растение мгновенно не засохнет, но тем не менее воду оно любит. Видите, растут они вот таким вот веером. Каждый веер это отдельное растение, и каждое новое растение это, конечно же, новый запас корней. Старые растения тоже могут корни давать, но новые растения, в общем, конечно, как во всех орхидеях, это новые корни. Ну, симподиальных орхидеях. Вот, каждый веер может дать цветонос, вот как у меня вот этот вот цветонос. И что приятно в талумниях еще, кроме того, что цветы замечательной красоты, и их может быть гораздо больше, чем у меня сейчас, это то, что талумнии способны цвести и давать вторичные цветоносы вот с того цветоноса, который уже процвел.
То есть не рекомендуется отрезать эти цветоносы, если они сами не усохли, потому что может возникнуть вторичное цветение. Растения любят влагу, корни у них тоненькие, вот, но в болоте находиться они не любят. Вот. Это моя уже, ну, наверное, третий этап в попытке завести и подружиться с талумниями. В первой моя талумния жила на блоке. Вот, вроде бы неплохо жила, я все боялась, что ей не хватает влаги. И, наверное, в какой-то момент я ее на этом блоке даже ухитрилась перелить. Вот, и растение погибло. Сейчас я пытаюсь подружиться с ними в другой посадке, ведь они у меня сидят в маленьких горшочках. Собственно, в этих горшочках они ко мне приехали, сидящими в архиате, и я поставила их в такие вторые горшочки, вот, чтобы они воду там немножечко задерживали в качестве поддончиков. Посажены они довольно рыхло в этой архиате, то есть корни имеют воздух, вот, в достаточном количестве. И когда там в этом микроподдончике заканчивается вода, я ее подливаю. Другая, видите, талумния у меня живет, она в прошлом году цвела вот в таком вот горшочке. Я ее стараюсь увлажнять. Здесь очень много этих вееров уже выросло. Вот, но что-то они пока не цветут. Они, видите, даже оплетены вот здесь вот корнями, которые идут наверх. Вот, но пока как-то вот они у меня не собираются цвести. Растения, в принципе, теплые, судя по Карибскому бассейну. Вот, ночью, правда, может выдерживать и 14, и 16, и некоторые пишут, что это является стимулом к цветению. Ну, у меня она в основном в такие условия обстоятельства не попадает. Здесь относительно тепло, 18-20 градусов. Вот здесь вот у меня на термометре 20 сейчас, да. Вот, посажена вот здесь вот тоже она в кору, и мох добавлен. Вот. Ну, собственно говоря, надеюсь на то, что остальные мои талумнии, вот они сейчас растят новые ответвления свои. Вот, может быть, к лету они тоже процветут, и тогда я смогу показать их, потому что, конечно, это должно быть очень и очень нарядно. Вот. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем заглянувшим на мой канал мира и благополучия. Надеюсь встретиться с вами снова. Если вам понравилось это видео, мне будет приятно об этом узнать. Ну, а если есть что-то к нему добавить, то будет полезно прочитать ваши добавления. Спасибо вам большое за внимание.